Итак, ребят, всем привет! И сегодня я расскажу вам про следующий тип личности, которые оставляли мне в комментариях. Это защитник или ISFJ. Для тех, кто еще не прошел этот тест, ссылочка на него будет внизу. Пишите в комментариях свой результат и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Я очень много буду рассказывать про разные особенности типов личности в будущем, поэтому не пропустите новые видео. Ну а сейчас перейдем к статистике. В прошлом видео я рассказывала про тип личности INFP, посредник, и это был довольно-таки редкий тип. А вот ISFJ относится к одному из самых распространенных, практически самый распространенный тип личности, и в населении земного шара 10-14% составляют людей этот тип личности. Он гораздо больше распространен среди женщин. 15-20% женского населения относится к типу личности защитник. А среди мужчин встречается всего 6-8% этого типа личности. Ну и рассмотрим быстренько, что же означают эти буковки. I – это интроверт. S – это сенсор, в отличие от интуита, да? F – это чувствующий, в отличие от думающего, да? И J – это планирующий, в отличие от непланирующего, где последняя буква P в типе личности, да, вот как в INFP. Напоминаю, что более подробное описание разницы между этими буквами есть в отдельном видео. Я оставлю ссылочку, можно посмотреть, кто еще не смотрел. Ну и примеры из кинематографа, опять же, по традиции приведу этого психотипа, где мы могли видеть. Это все смотрели, наверное, «Властелин колец», да, например, вот Сэм, лучший друг Фродо. Это как раз психотип, ну, считается, да, относит его к ISFJ. Также это Кэтлин Старк из «Игры престолов». Ее относят тоже к этому типу личности. На сайте, где вы проходили тест, вы могли обратить внимание, что этот тип личности, защитник, относится к строке «хранители». Что там подразумевается под этим? Хранители – это те люди, на которых держится, можно сказать так, все общество, которые очень ответственные, надежные, сохраняют порядок всего, что происходит вокруг нас, да, всегда на них можно положиться. Это люди, которые хранители, да, охраняют то, что было создано до них, и поэтому, возможно, они относятся к одному из самых распространенных типов личности. Сохранять что-то всегда сложнее, чем разрушить. Но это я сейчас уйду в философию. Давайте вернемся к особенностям этого типа личности. Как вы могли заметить из примеров, которые я привела, из примеров фильмов, это очень заботливые, надежные люди. Всем желаю иметь такого друга или близкого человека. И в данном случае русский эквивалент названия этого типа личности, защитник, он очень подходит. Вот в некоторых там не очень понятно, почему так названо, да? А вот защитник, да, подходит, потому что это люди, которые заботятся о других людях, которые больше всего нуждаются в этом. Это дети, старики, больные люди, те, у кого нет сил там ухаживать за собой. Поэтому вот этот тип личности можно найти в таких сферах, как медицина, да, это и медсестры, и любой уход за больными и пожилыми людьми, а также в сфере образования, особенно где маленькие дети. Это и в детском саду учителя, в школе преподаватели, которые вот как раз с маленькими детьми занимаются. То есть очень важный тип личности, и нужно их ценить. В общем, вывод такой. Они как будто обладают таким талантом целителей, да, заботиться о тех, кому это больше всего нужно. И невзирая на их такую внешнюю милость и приятность, и доброту, это очень надежные люди, которые следуют правилам. Вот последняя буква J
она как раз-таки, в отличие от предыдущего психотипа INFP, не планирующий, где последняя буква P, J, означает, что человек, наоборот, подчиняется правилам, не то что подчиняется, а чувствует себя комфортно, когда все стабильно, когда все рассчитано. Они не будут опаздывать, да, или витать в облаках. Это очень надежные, ответственные люди, им присуще чувство долга, и на них всегда можно положиться. Поэтому желаю всем такого друга, как Сэм у Фрода. И ни в коем случае не принимайте их. Don't take them for granted. Take for granted – это принимать как должное, да, когда ты не ценишь и думаешь, что это всегда у тебя будет, и как только ты не имеешь рядом такого человека, ты начинаешь задумываться, сколько сил и сколько энергии на самом деле эти люди вкладывают в то, что они делают, и не только физически, но и эмоционально, да, не каждый может выдержать такие особенности, да, профессий, которые я перечислила. Если кто-то помнит видео про 4 типа мышления, где я называла 4 способа принятия решения, там я перечислила гармонию, эффективность, точность и аутентичность. Вот ISFJ относится как раз к гармонии. Если я не ошибаюсь, в вкладке сообщества больше всего людей проголосовали как раз за этот тип мышления, да, тип принятия решений, гармония. Очень важна для защитников, поэтому они так органично себя чувствуют и заставляют других людей чувствовать рядом с ними спокойно, и чувство спокойствия, надежности. То есть, да, все, что я говорила про гармонию, свойственно ISFJ. Они будут навещать, звонить, узнавать, как дела у близких и родных, и стараться поддерживать их морально и во всех смыслах. Они любят доводить дело до конца, довольно целеустремленные, ответственные. Если их попросить о чем-то, они обязательно выполнят это, потому что вот такое развитое чувство долга, совести, ответственности им присуще. Им вообще в целом нравится помогать людям, и они обычно не требуют ничего супер сверхъестественного взамен. Но, конечно, не стоит обижать этот тип личности, потому что мало кто понимает, сколько сил, энергии и труда они вкладывают в то, что они делают. Поэтому цените и любите этот тип личности. Мы без них никуда. И спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Пишите в комментариях те, у кого выпал этот тип личности ISFJ, хранитель. Похоже ли это описание на вас, соответствовало ли. И ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. И увидимся в следующем ролике.